Всем огромное здравствуйте! Вы на кухне Ассорти про еду. С вами, как всегда, Виталий. Сегодня мы будем готовить очень острую кухню. То, что я очень люблю, то, что мне очень интересно, то, что вызывает очень много эмоций, это острые соусы такие. Вот, сегодня будет, можно сказать, один из таких почти самых острых соусов, потому что это сегодня, конечно, хабанеро, это сегодня кайенский перец. Основа, конечно, из хабанеро. Сделаем соус ферментированным. Это одни из самых вкусных соусов. Это те, для которых нужно время. Это те, которые получают именно вкус от времени настойки, от времени ферментации. Получается душистость, получается, ну, короче, все смаки. Готовится просто. Единственное, это время нужно для того, чтобы это все сферментировалось. Итак, что у нас из ингредиентов? Это хабанеро перец. В данный момент у меня полкилограмма. Кайенский перец. У меня здесь 150 грамм. Немножечко, я чуть-чуть, совсем там грамм, наверное, 50 максимум добавлю болгарского перца сладкого. Это именно для вкуса. Вот на это количество, вот такие вот 4 дольки чеснока, немножко 2 головки лука шалот, немножко для сладости ананаса и чуть-чуть добавим манго. Сахар мы здесь добавлять не будем, будет только соль, а сладость мы получим из ананаса и манго. Чему эти пойдут соус? Соус этот очень хорошо будет курятине, к свинине. Ну, короче, немножко сладковатый, так как хабанеро, вот этот вот немножечко такой цветочный вкус. Хочу его разбавить немножко кайенским перцем, чтобы это не был настолько вкус хабанеро. Ну, короче, ребятки, поехали готовить. Что нам нужно? Нам нужно сосуд, в котором мы будем ферментировать. Его надо промыть по возможности содой и прогреть или в духовке, или прокипятить, стерилизовать. Он должен быть стерильный. Дальше перцы все промыты, все овощи, все промыто просто в воде. Теперь мы берем наши хабанеро, но для этого нам нужны обязательно перчатки, потому что реально эта вещь острая. По шкале Сковилла от 200 до 350 тысяч, в зависимости немножко от времени созревания, там очень много всяких нюансов, но примерно все равно конкретно в этом 200 тысяч есть. Это реально много, потому что даже вот в этом перце от 30 до 50 тысяч в кайенском. Представляете разницу? Да, поэтому, ну, если вы, конечно, зашли и хотите посмотреть это видео и приготовить этот соус, значит, вы, наверное, представляете, что значит такое хабанеро и какая в нем острота. Но это будет очень вкусная, приятная острота. Вот, одеваю перчатки, вот так вот, и начнем. Многие отрезают вот эти вот хвостики вместе немножко с мясом, это, конечно, расточительно. Вот, я просто беру вот так вот, отламываю, и все, и этого хватает. И немножко можно взять, серединку надрезать, и все это кидаем в баночку. Просто берем хвостик, отламываем, надрезаем и складываем в баночку. Но перед этим на низ мы берем что? Берем ананас. Мне много его сюда не нужно будет, поэтому просто вот, смотрите, по граммам, тут примерно 5 миллиметров от одного такого диска. Остальное запросто берете и вкуснятину эту съедаете. Поэтому здесь примерно у меня грамм 50. Вот так вот вниз. Вот это убираем. Дальше чеснок. Вот можно сказать вот так
Вот так вот разрезаю только большие, вот эти вот большие зубчики вниз. Дальше шалот. Опять же, вот так вот только наполовину. И укладываю вниз. Все. Небольшую часть перца. Очень хорошо он дает минимально запах именно перчика. Вот так вот вниз. И частичку манго хорошего, спелого манго. Ребята, как это пахнет. Класс. Супер. Вот так вот. Вот так вот. И вот. И срезаем. Вот так вот. Вот. Дальше начинаем просто складывать перцы, отламывать хвостики. И все это складываем сюда. Что мы делаем с кайенским перцем? У кайенского перца так же самое можно взять, отломать, немножко просто середку надрезать и сюда сложить. Он будет занимать много места. Поэтому в такой баночке, как у меня, я предлагаю его, конечно, разрезать лучше. Вот на такие вот фрагменты и складывать в банку. Когда не помещаются они, можно взять что-то вот типа вот такой вот вещи и немножко вот так вот ее спрессовать. Потому что во время ферментации это все равно хорошо осядет. Вот. И вот у вас есть место, чтобы доложить остальное. Баночка у меня вот эта именно 1,5-литровая. Сейчас увидим, сколько у нас в него влезет маринада, рассола. Дальше, что мы делаем? Сейчас немножечко вот это вот уберу с глаз. Дальше нам понадобится вода. В данный момент я взял, вот, например, пол-литра. Сколько процентов соли? Я делаю примерно 2,5-3% соли. Немножко плюс-минус. Это сильно как бы не влияет, немножко влияет на ферментацию и на то, что, конечно, соуса вы много не едите, поэтому соленоватость именно во вкусе. Но получается всегда вот примерно с этой вот процентовочкой получается шикарно. Поэтому 3%. Я беру 15 грамм соли на пол-литра. Вот. Хорошо это размешиваю. 16. Ё-моё. Что получится? Ну ладно. Авось все выйдет хорошо. Так, обязательно хорошо размешать, чтобы не было этих крупинок. Весь процесс занимает, в принципе, пару минут. Поэтому небольшими порциями вы можете делать любые сочетания продуктов. И я еще сделаю. И других перцев. Это будет очень интересно. Соль я размешал. И вот этим вот раствором заливаем перцы. Вот так вот. Вот, смотрю, что немножко у меня здесь не хватает, поэтому я еще примерно грамм 50 разбавлю, потому что сейчас, видите, активно выходят пузырьки из перца. Просто очень активно. И по мере заполнения вовнутрь маринадом, рассолом, они будет оседать жидкость, поэтому нужно заполнить именно побольше. Чуть-чуть еще добавлю. Вот доливаю до верха.
устанавливаю наверх крышечку, потому что обязательно, чтобы все перцы были именно внизу. Поэтому я беру вот такую вот крышку разрезанную, устанавливаю ее вот так вот внизу. Видите? Вот. Она очень хорошо держится и прижимается, и очень удобно будет выбирать, потому что не разрез. Доливаю до верха. Разрез способствует тому, что будет все-таки обмен жидкостью. Закрываю вот такой вот крышкой. Она с мембраной. Неважно, какой вы будете пользоваться. И вот сюда вот можно опять же этот соляной раствор налить. Вот, ребят. Мы сделали основу для брожения. Посмотрите, какая уже красота. Обязательно записывайте дату и обязательно записывайте, когда, какие, сколько вы чего сюда положили. Вот, я обязательно весь этот список делаю, и потом я уже, в принципе, вижу, что какой у меня подходит, какой на подходе соус, и какой уже можно приготавливать, он уже сферментировался. Вот. Поэтому, ребятки, оставляем вот эту вот баночку просто в каком-то теплом месте, его не нужно далеко убирать, не нужно никуда прятать, просто даже на виду отлично. Если у вас есть темная комнатка, не нужно в погреб, это вот при 20 градусах будет отлично ферментироваться. Вот. Так что сколько время, я вам обязательно расскажу, как только ферментация закончится. Вот, мы встретимся, и я вам расскажу, сколько время прошло для того, чтобы вот именно это количество перца сферментировалось, получило вкус, и будем дальше готовить. Это тут некрасивый такой. Еще тоже это съесть. Это сейчас съесть. Свежачком. Съесть все свежачком прямо вот.